Добрый день, дорогие подписчики! Я снова рада видеть вас на нашем канале. Меня зовут Юля, и я с удовольствием вам расскажу про Северный Кипр и про нашу прекрасную жизнь на нем. Некоторые наши подписчики нас потеряли и начали переживать, писали сообщения мне: «Юля, куда вы пропали?» Мы улетали в Беларусь, у нас был такой мини-отпуск. И сейчас мы вернулись, начался учебный год, и мы продолжаем свою жизнь на Кипре. Я постараюсь вам рассказывать про Кипр, кому интересно, как можно больше информации, про новости, давать какую-то информацию касаемо разных сфер. Поэтому подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик и начнем. 2 месяца мы провели в Минске. Решили насущные проблемы, вопросы, окунулись в эту городскую жизнь, шумиху, круговорот. Скажу честно, что сначала это было очень классно, кайфово, но прошло время, и я почувствовала даже такую легкую тахикардию. Отвыкла я от такого образа жизни. И вернувшись на Кипр, сейчас у нас здесь такое спокойствие, релакс. Действительно себя ощущаешь на таком райском острове, где можно замедлиться, где можно почувствовать и окунуться вовнутрь себя и просто жить. Пока нас не было на Кипре, здесь произошли изменения, и мы хотим вам рассказать про них. Одним из важных событий стало открытие аэропорта, которого все ждали и который даст Кипру новые возможности. Построена новая взлетно-посадочная полоса, которая даст возможность принимать более большие самолеты, тем самым улучшит пассажиропоток и уменьшит стоимость билета. Также на Кипре открылась новая авиакомпания, которая осуществляет полеты в города Турции, в Измир, в Стамбул, и цены уровня Pegasus. И данная авиакомпания, она планирует договориться с другими странами, такими как Россия, и сделать прямые рейсы. Мы прилетели в новый аэропорт, он уже полностью построен, но там еще пустые стойки, нет магазинов, нету оснащения полностью внутри кафе, ресторанов и зон отдыха и прочее. Но скоро это все появится, и этот аэропорт, он такой мирового уровня. Приехав на Кипр, мы заметили большое количество новеньких людей, а также некоторые люди уехали с острова. Те, которые поменяли свои планы и для которых остров уже стал не такой доступный и интересный, как раньше. Поменялись правила выдачи ВНЖ. Сейчас, конечно же, уровень острова растет именно с финансовой стороны, и для получения ВНЖ, например, по аренде необходимо показать на счету достаточно кругленькую сумму, а именно от 25 тысяч долларов на человека. Также проверяют, чтобы этими деньгами пользовались. По покупке недвижимости также нужно показать намного больше суммы, чем раньше. И поэтому не для всех людей сейчас Кипр стал таким доступным. И сейчас обязательно нужно показывать движение по счету денежных средств. Если вы положили свои деньги на счет, то вы должны ими пользоваться. Соответствующие органы посмотрят ваши счета и сделают выводы, как вы тратили деньги на острове. Также не для всех людей стало доступно образование детей. Увеличились цены в школах, в садах, в университетах. Например, если раньше обучение стоило 2-3 тысячи фунтов, то на сегодняшний день цена увеличена до 5-6 тысяч фунтов. Многие сделали выводы, что им проще улететь в свою страну, либо выбрать другие страны, там, где это все более доступно. Также произошли изменения в получении визы в аэропорту. С увеличением пассажиропотока и с планами людей пожить 2-3 месяца на острове, правительство решила, что не будут выдавать визы больше, чем на 30 дней. Если вы хотите остаться на острове, то у вас должны быть такие резкие основания, которые могут продлить это пребывание до 60 дней. Либо вы должны делать ВНЖ. Также на Северном Кипре запустили 4-5G, что улучшило качество интернет-связи. При измерении скорость очень высокая, от 50 до 100 мегабит в секунду. Но эта связь нестабильная, еще она не везде, и
есть над чем работать. На Северном Кипре существует проблема с электричеством. Все так же отключают, все так же не хватает мощности. И в данный момент уже организованы работы, ведется кабель из Турции, который сможет полностью обеспечить Северный Кипр электричеством, для того, чтобы люди смогли спокойно, комфортно жить и не думать об этой проблеме. Это основная информация, которую я вам хотела рассказать, и также сообщить, что на острове у нас прекрасная погода, середина сентября, температура воздуха около 28-30 градусов, температура воды 25 градусов. Очень прикольное, такое комфортное время. У нас сезон маракуйи, инжира, гранатов и тепла, хорошего настроения. Итак, дорогие друзья, если вам понравилось наше видео, то ставьте лайки, пишите ваши комментарии, вопросы, вашу информацию. Нам будет очень приятно от вас обратная связь. До новых встреч! Встречаемся на Кипре!